Ой, что там творится-то? Полный кошмар. Моя палаточка вся мокрая. Мокрая-примокрая. Это тоже красота, это такая красота. Вообще туман тоже очень красив. Но передвижение мешает по эргакам. Доброе утро, земля. Знаете, как еще в эргаках часто бывает? Вот сейчас ветра вообще нет, полный штиль. И бывают тучи пригонят именно на одно место. И они могут висеть, вот, например, над Лазурным. А там за скалами, за перевалами вполне может быть солнце. И мы можем об этом не знать. У меня есть надежда, что если я все-таки двину в путь, то там за перевалом солнышко светит. Поэтому я приняла решение все-таки потихоньку собираться и аккуратно потихоньку двигаться. Единственное, что даже если там солнце, конечно, двигаться по мокрым скалам, камням опасно. Буду очень медленно это делать. На месте стоять не вариант. Вышла почистить зубы, умыться. Вся все равно успела намокнуть. Такой ливанул ливень. Я вообще не знаю, что делать. Или еще тут день тусить. Так неохота вообще. Пока я буду сейчас завтракать. Такие дела. Сейчас в палатке надо внутри собираться. А потом как-то и палатку собирать. У меня палатка вот эта вообще мне нравится. Она уже огонь, воду и медные трубы прошла. Все выдерживает вообще. И в принципе по цене приемлемая. Она стоила на тот момент 6,5 что ли. Но это было года 3 или 4 где-то года назад. Для меня это дорого было. Покупала в Спортмастере. Сейчас таких палаток уже нет там. Ну их уже не выпускают. Выпускают подобные, типа там улучшенные модели. Вы знаете, да, что такое улучшенные модели? Мне кажется, все, что старое, оно намного лучше. Единственный минус у нее, что на 3 килограмма весит, тяжело таскать. Вот в такие вот места, как в Эргаке, в город, лучше двухместку брать, чтобы сюда и рюкзак можно было запихать, и поесть здесь спокойно, и даже кушать приготовить. Вот этого у меня очень-очень мало, надолго не хватит. Такого, знаете, потом как будет не хватать. Вкусненько бы чего-нибудь. Вот так вот шикую в горах. Важно, чтобы дождь не пошел, когда именно саму палатку собираю. Она сухая, я сейчас аккуратно тент сняла. Ладно, хоть до дождя успела собрать. Это уже хорошо. Сейчас палатка будет на полкилограмма тяжелее. Из-за того, что тент мокрый. Все. Мне, наверное, придется не снимать, потому что у меня 40% зарядки. Я хочу сэкономить. Пауэрбанк все убрала, чтобы дождем не намочила. У меня уже ноги сырые, потому что ботинки, естественно, не трекинговые, естественно, не сапоги. Сейчас еще и ливанет добавок. Только я собралась идти. И вот, не знаю, видно, нет, дожди нальет. Капец. Стала под кедр, пережидаю, с тяжелым рюкзаком стоять не очень. Наверное, сейчас все-таки пойду потихоньку. Вот такое мне предстоит. В начале практически недалеко от озера. Здесь вообще не знаю, как обойти. Вот такая красота вокруг. В тумане все. Уже меньше тумана, кстати. Может и разъяснится. Какой туман. Как красивое вон озеро, на котором я была. Смотрите, в тумане кусочек горы видно. А на ней это улитка.
каменная. Приблизила, не знаю, качество испортилось. Вот в этой стороне черепаха находится, а за ней улитка ползет. После дождя птички поют. Вот тут я сейчас полезу. Вот про такой лишайник я вам говорила. Он когда намокает от дождя сильно, он становится как мыло. Мыльный такой. Вон, мылится. И очень-очень скользкий, опасный. Подошла я к перевалу. Вон он. Так, телефон наклоняю. Кажется, что там перевальчик? Сейчас бы вот так вот раз и оказаться наверху. Стою вот так вот. Вот такие камни. Все мокрое. Вот в таком как бы проходике. Я тут боюсь с рюкзаком застрять. А еще мне вот сюда надо подняться с таким тяжелым. Вот на эти камни громадные. Ой, не знаю, как я сейчас это буду делать. Я выгреблась, ребята. Я выгреблась. А вы не представляете, в одного такой перевал преодолеть с таким тяжелым рюкзаком. И даже не сняв его ни разу. Я думала, придется снимать, затаскивать. Спасибо, духи. Спасибо. Я духов попросила. Я всю дорогу их просила, чтобы они мне помогали. И еще в лагере попросила, чтобы они мне помогли, чтобы дождь закончился, и я без дождя шла. Представляете? Они меня слышат, они мне помогают. Посмотрите, что творится. Все вообще в тумане. Вон и озеро Лазурное открылось от туманов. Туман поднялся совсем наверх. Озеро видно. А здесь посмотрите, куда я вышла. Ой, вот туман. Сейчас в туман пойду. Там такой сложный спуск. Ничем не легче того, что я сейчас поднималась. Даже еще сложнее. Не знаю, получится ли у меня что-то снять, потому что у меня совсем 20% зарядки. Ухожу в туман. Пока еще немного батареи позволяет, покажу вам. Вот я иду по тропе. И вот сейчас тут начнутся виражи, капец какие. Тут так скользко. Вот там вообще спуститься будет сложно. Просто вообще. Это перевал из перевалов. Это невозможно не снять. Смотрите, тут даже вода течет. Вот тут я сейчас чуть вместе с рюкзаком не упала. Боже, как я перетряслась. И вот еле-еле его стаскиваю. Ладошку проколола об камни. И вот тут еще спуск такой капецный.
Туманище, и вообще ничего не видно. Абсолютно. И такой мелкий-мелкий дождик покапывает. Совсем мелкий. Просто жесть. Сейчас мне его еще тут как-то спустить надо. В Иргаках по-другому никак. Мне главное сейчас спуститься этот перевал капецный. Видите, что тут творится? Просто вот такая стена. Я чуть вообще не съехала с этим рюкзаком. Это просто капец. Почему я вам рассказываю? Могла бы упустить. Просто, чтобы люди, те, кто не были в Иргаках и хотят поехать, понимали, на что они подписываются. Такие здесь дела. Вот такие перевальчики в Иргаках. Это еще так, цветочки. Сейчас вот тут еще мне как-то с рюкзаком неудобно спускаться. Ну там еще туда-сюда более-менее. По-моему, там дальше еще будет жесть, насколько я помню. Дикий лук. Ой, блин, как с рюкзаком-то тяжко садиться. Это вообще ни с каким домашним луком не сравнится. Надо взять чуть-чуть по дороге пожевать. Вот так он выглядит. У кого-то, кстати, похожий, может, на дачах растет. Но это дикий немного другой. Сегодня, кстати, туман скрывает те виды шикарные, которые вчера я вам снимала. Видите, как хорошо, что вчера я прогулялась. Зато посмотрите, какой туман. Какие облака, как красиво. Вообще. А внизу, вон, видите, все видно. Даже где-то солнышко проглядывает. Вот оттуда я пришла. Вот оттуда. Такие не детские здесь дорожки. Но я вам скажу, что это того стоит. Стоит ездить в Иргаки, носить тяжелые рюкзаки, ходить по таким трудным тропам, проходить эти испытания ради таких шикарных видов. Ради этого стоит жить. Вы понимаете, что жизнь мимо проходит. Это нужно видеть, это нужно чувствовать, нужно ходить, ездить, везде все смотреть, испытывать себя, свой организм. Даже бутылку не надо с собой носить, везде вода есть. Как хорошо. Вот так умоешься, и легче становится. Вроде не жарко, а все равно хорошо. Вот опять. Видите мой рюкзак где? Я вот здесь спрыгнула с трудом, но прыгнула. Там скользко, здесь сухо более-менее. Сейчас как-то его буду стаскивать на себя. Фиг ли знает как. Остановилась перекусить. Банановые чипсы и водичка. Ни до чего больше я не доберусь. Да, в общем-то, мне ничего больше не надо. Время 4 час. Я не рассчитываю, когда в таких переходах обеды делать какие-то. Потому что это доставать, это капец с рюкзака. Так вот что-нибудь перехватить. Как видите, спустилась. Там такой вообще просто был трындец. Видите, там тучи какие? Черное все. И вот там все в тумане. И вот там вот лазурное. И вполне возможно, что там дожди идут до сих пор. То есть, если там тучи зависли, такое может быть, что там дождей, а здесь нет. Парабола с этой стороны совсем по-другому смотрится. С определенного ракурса она, конечно, красивее. Птички поют. Красота. Вот отсюда я спустилась. Видите, вот она, эта голова, которую я вчера снимала, которая улыбается. И вот там я спускалась. Вон там озеро Художников находится. Может, кто-то видит, там вон оранжевая палаточка такая стоит. Там озеро Художников. От него идет водопад наверх.
И мне по этому водопаду наверх нужно подниматься. Я выйду к озеру Горных Духов. Там я и буду стоять. В общем, отсюда кажется, что все близко. На самом деле мне еще идти и идти. И там еще по Куруму мне идти. По грязи, по воде. Потом вдоль водопада там тоже где-то местами жесткий подъем. И я наконец приду на место. Еще раз сниму для вас шикарные виды. Просто невозможные. Видите, вот. Как будто кошечка сидит. Прям ушки такие. Миу-миу. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот этот Курум. Посмотрите, какой он. Шикарный просто, огромный. Такие камни. Где-то мелкий, где-то крупный. И вот я здесь один раз где-то заблудилась в этом Куруме. Вы представляете, когда вот здесь вот идешь, это отсюда кажется, ну камушки, камушки. Когда ты туда внутрь попадаешь, там из-за них вообще ничего не видно, в какую сторону идти, куда идти, что. Вот эти камни все перегораживают, никаких ни троп, ничего там нет. И можно в такие огромные Курумы зарулить, что из них очень сложно вырулить. Надо собираться уже, докушивать бананчики. А то я их так и не пожевала, все снимала вам виды шикарные. Вот стоять-то прохладно, идешь нормально, стоять холодно. Телефон убираю, снимать пока иду я не буду. Конечно, хотелось бы фильм получше снять, поинтереснее, покрасивее. Но из-за того, что я на телефон снимаю, из-за того, что у меня постоянно он разряжается, мне приходится снимать как-то вот так, урывками. Все, народ, я на месте. Я не доставала телефон. Все это время шла почти без отдыха. Вот тогда только бананчики пожевала и вообще не отдыхала. Сняла рюкзак, взлетела прям просто. Вот он мой рюкзачок. И сейчас я пойду за водой на водопад. И вам заодно покажу немножко, где я там шла. Ну, хотя бы здесь озеро Горных Духов. И как тут вокруг. Замечательно. А потом буду первым делом ставить палатку. Пока буду ставить палатку, поставлю кашу вариться, потому что уже не могу, как я есть хочу. У меня такое ощущение, что сейчас желудок приклеится к спине. Вот оно, озеро Горных Духов. Я когда первый раз в жизни его увидела, это просто было для меня чудо какое-то. Здесь так красиво. И озеро само, и вокруг. Там вот подъем на перевал Пик Птица. Туда я тоже схожу потом. Вот она, парабола, ее отсюда вообще не видать. Туда тоже сходим. Вот такая вокруг красота. Здесь, вон, видите, люди еще строят. Ну, вот там тучи такие. Как бы дождь опять не пошел, надо быстренько за водой и ставить палатку, чтобы на всякий случай. Я же духов просила только без дождя дойти до сюда. Я же не просила их, чтобы потом дождя не было. Ну, может быть, и будет. Видите, какая красота. О, взяла сразу. Устала, просто жесть. Здесь вообще с дровами на духов очень-очень печально. Не знаю, найду ли я дрова. Ну, еще не было такого, чтобы я не находила, в общем-то. Я вам сейчас водопад Горных Духов покажу. Я же там буду воду-то набирать. Ой, там красота. Но я его сверху только покажу. То есть сам водопад будет не видно. Видите, над водопадом снежник какой. Это такая крыша. А под ним, под этим снегом водопад. Ой, народ, смотрите, что творится. Мама дорогая, надо бегом бежать, короче. Вот начало водопада. Без рюкзака-то хорошо. Прыг, скок, и все нормально. О, ничего себе. Круто. Ничего там снежник.
подойти близко, посмотреть. Вау, вот это круто! Ха-ха, еще не отобьешь кусочек, твердый и грязный. Вот здесь я буду воду сейчас набирать. Красиво там, да? Вообще красиво. Шумно только очень. Тут так хорошо, тихо. И, кстати, здесь никого нет, что мне нравится. Тут туристы будут мимо проходить. На зуб дракона здесь проходит. Здесь тропа проходит как раз, где я палатку хочу поставить. Перед тем, как уйти, левой стороной растянула от палатки тент. И он практически уже высох так быстро. Хотя я ходила, там мало же. Вообще почти сухой. Саму палатку тоже положила. С этой стороны от тента была сырая, уже сухая. Видите, как хорошо все быстро высохло. Ноги только у меня сильно мокрые. Прям вообще. Все носки, все ботинки. Надо все снимать, переобуваться в калоши и сушить ботинки.
У меня тут уже кашка сварилась, ждет, когда я буду есть, а мне некогда. Вот колышек ставим, веревку, две в данном случае. Вот так вот обматываете, вот так вот колышек сюда пропускаете, вот так вот закручиваете его. И вот чтобы он вот так был, сверху на камне. Ай, блин, Алина Геракл. Штанишки накакал. Так. Так, вот, вроде бы прижала. Колышек прижала. Короче, установила палатку. Надеюсь, я надежно сделала. У меня уже каша почти остыла. Все что-то делаю. Первый раз за 4 дня открыла хлебцы. Решила кашу с хлебцами поесть. А не просто пустую. Похолодало очень сильно. Сняла свои мокрые ботинки, они вот тут стоят, сохнут. Куртку надела, шапку надела, носки, калоши. И все, можно жить. Сижу, смотрю на горы вокруг, на скалы, разглядываю. И смотрите, заметила. Тучи такие темные, да, черные почти. Ну там вот посветлее. И такое белое облачко посередине. Оно уже растворяться начало. До этого как лошадка было. Там такие тучи. Время уже что-то, наверное, около 9. Сейчас все сделала, села и уже, чувствую, что устал. Немножко. Ноги в основном. Пьем чай с котиком. Думаем о жизни. Тут каждую минуту можно снимать. Все время, все по-разному. Смотрите, какой туман черный. Тут такие тучи шли. Я думала, ну точно ливанет. Все дела сделала специально. Зубы почистила, мылась. Чтобы сразу, если что, запрыгнуть. Красота какая. Решила все-таки пойти поискать немножко дров. Взяла только пилу, все поубирала. Короче, это походу мешание на какаха. Очень радостно, весело, конечно. Вот чего я не ожидала-то увидеть. Так это мешание на какахе здесь. Я тут абсолютно одна. Вы представляете? Одна. Вот отсюда видно вон озеро художников. И там вот палаточный лагерь. У кого-то даже костерок горит. Там столько народу. Туда мешание, наверное, вообще не подходит. Там постоянно люди, постоянно костры. Ну и там очень шумно. В общем, мне очень-очень сильно нравится, что я одна. Такой кайф ловлю, вы не представляете. Надо вот чем заниматься, а не съемками. Я находилась, так устала, вот столько дров собрала. Здесь на Духов это самые, что ни на есть офигенные дрова, и их немало. Короче, дрова найти сложно, но можно. Можно еще поискать, но уже все. Я, во-первых, устала, во-вторых, посмотрите, уже вообще 11 час. Ничего не видно вообще, ночь. Все, спать надо. Я тут с фальшфейером хожу. Потому что Мишаня на какахе там видела. У меня фальшвейер под рукой теперь. Я даже крышечку немножко приоткрутила. Ну, я надеюсь, ничего не будет. У меня тут нож вот рядом лежит. Хотя нож это только раздражитель для медведя. Пока я сидела там, вещи разбирала, чай пила, я сильно замерзла, куртку, кофту надела. Июль, представляете, июль на дворе. Самая жара должна быть.
А тут так холодно. В августе я ездила, и даже в сентябре ездила, было гораздо теплее. Кучу вещей запихала в спальник, так спать теплее, во-первых. Во-вторых, все, что мне нужно, у меня будет под рукой, все сухое будет и теплое. Такие дела. Всем спокойной ночи, до утра.